Сегодня мы проведем тест электрошашлычницы. Мы узнаем, насколько удобно готовить шашлык с ее помощью, а также обсудим ее достоинства и недостатки. Для начала подготовим мясо. Я рекомендую нарезать его небольшими кусочками. Мощность нашего прибора составляет 1000 Вт, что не так много, но благодаря равномерному нагреву мясо должно прожариться хорошо. Насаживаем мясо на 6 небольших шампуров. Это, конечно, немного уменьшает порции, но, надеюсь, отличный вкус блюда компенсирует этот недостаток. Процесс закладки продуктов в устройство не вызовет никаких трудностей. Все предельно ясно и просто. Во время приготовления снимать защитную крышку не требуется. На видео я просто демонстрирую принцип работы устройства. Экспериментальным путем мы определили, что для мяса, нарезанного такими кусками 40 минут, это слишком много. Оно становится сухим, а сбрызгивать его маринадом во время приготовления не совсем удобно. Оптимальное время приготовления составило 30 минут. Это позволило нам достичь баланса между хорошей прожаркой и сочностью шашлыка. Этот прибор – настоящая находка. Он не только качественно готовит, но и прост в использовании. Во время готовки не выделяет неприятных запахов, что позволяет готовить без вытяжки. Уважаемые зрители, если вам понравилось видео, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Вы можете помочь развитию канала, сканировав QR-код на экране или пройдя по ссылке в описании к видео. Спасибо за просмотр и посещайте наш канал чаще.